Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами будем тестировать и обсуждать обновленный мультифункциональный CC-крем Giordani Gold SPF 30. Поехали! Приходит CC-крем в черной картонной упаковке. Еле заметно, но мы видим, что она стилизована гранями, так же, как и весь запуск Giordani Gold в этом сезоне, который позиционируется как не только декоративная косметика, но и средство с встроенным уходом. И Oriflame нам заявляет, что наш любимый CC-крем теперь дополнен мощной антивозрастной технологией с защитой SPF и будет замедлять появление видимых признаков старения и обеспечивать увлажнение в течение всего дня. У средства веганская формула, о чем нам говорит значок сертификата на картонной упаковке. И сама вот эта антивозрастная технология – это щит из комплекса увлажняющих и ухаживающих, смягчающих веществ, который будет бросать вызов возрасту. SPF 30 будет защищать нашу кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, а конкретно от вредных солнечных лучей типа А и Б. Также в составе заявлен комплекс Soft Touch. Это мягкая и приятная на ощупь пудра на минеральной основе, которая будет мгновенно помогать коже становиться более гладкой и также способствовать впитыванию излишков жира, которые могут появиться в течение дня, что для девочек, которые не любят блеск на лице, таких как я, например, если среди вас такие есть, пишите в комментариях, очень-очень актуально. И еще в этом CC-креме заявлены специальные насыщенные пигменты, которые будут придавать коже нежное, но естественное сияние. Микс пигментов разработан для создания наслаиваемого покрытия, которое при этом обещают, что будет выглядеть легким, естественным и натуральным. И благодаря вот этому комплексу Soft Touch и насыщенным пигментам несовершенства на коже будут менее заметны. Ну еще бы, это же у нас CC-крем, то есть это корректирующий крем, и его основная функция – это все-таки скрывать несовершенства. И обещают вот этот естественный стойкий финиш сияющий на 10 часов. В сияющем финише мы-то с вами знаем, самое главное – это естественность. И вот сейчас мы будем на эту естественность CC-крем-то и тестировать. Два оттенка заявлено, здесь очень просто разобраться. Светлый и естественный. Я пользовалась CC-кремом еще в первой версии, всегда я использую естественный оттенок, и мне он очень нравился. Потом в Oriflame вышло обновление, которое было немного странным, потому что там стала очень плотная текстура, и мне было некомфортно. Я отказалась от этого средства и ушла в сторону EZ, но очень тосковала по той вот легкой текстуре вот этого первого CC-крема. Потом в Oriflame вышел CC-гель, с ним я сегодня тоже буду сравнивать наши средства, и надо сказать, мне было комфортно, потому что CC-гель очень хорошо фиксируется на лице, и макияж остается долго в таком свежем состоянии. И вот сейчас нам обновляют формулу. Я сравнила с прошлым составом именно CC-крема данное средство, и составы кардинально отличаются. То есть можно говорить о том, что это абсолютно новый продукт, и тем интереснее мне его сейчас будет тестировать. Итак, светлый. Давайте сначала посмотрим на руке. Сразу же отмечаю, если вы найдете видео вот прошлого CC-крема, там я его наношу на руку, и просто он ложится какой-то колбаской, которая вообще никуда не девается. То есть это супер просто плотное было средство, и на лице оно лежало также. Вот эта текстура, я вижу, что она очень жидкая, тягучая, и давайте попробуем немножечко растушевать, хотя светлый крем это не моя история, именно светлый оттенок, но тем не менее я вижу, что он тушуется очень хорошо и распределяется по коже вот прямо без пятен, без полос, просто идеально. И сейчас, чтобы вам было видно различие оттенков, я нанесу на одну часть лица светлый крем, а на вторую мой любимый естественный оттенок. Мне самой очень интересно его протестировать. Давайте сейчас сначала нанесем на руку, чтобы мы могли сразу посмотреть, чем отличаются эти два оттенка. И мы видим, что естественный чуть потемнее,
тушуется просто вот в какую-то дымку и вуаль. Мне очень нравится. Мне нравится, что средство жидкое. Я очень давно уже люблю Giordani Fluid именно за жидкую текстуру. Для меня это самые комфортные тональные средства. И я вижу, что здесь именно благодаря вот этой жидкой текстуре очень легко наслаивается. Прошла всего минута, а крем начинает растекаться прямо по порам. Насколько жидкая у него текстура и насколько тонко, значит, он будет лежать у нас на коже и обволакивать ее как вуаль. Сейчас я хочу сравнить оттенок и текстуру с CC гелем, и он у меня тоже в оттенке medium, поэтому я вот удалю сейчас светлый тон с руки и давайте я нанесу CC гель. У него более серый подтон, тогда как CC крем, он имеет больше рыжины. То есть, если вы хотите вот такой корректирующий тон, то смотрите на CC гель, но он однозначно плотнее, потому что он фиксируется очень быстро. И вот даже по текстуре я сейчас распределяю по руке. Я вижу, насколько плотно сама текстура покрывает кожу. CC крем, он не окисляется. Вот как я растушевала на руке, так и невесомым покрытием слилось как-то это средство с кожей, так и лежит. А CC гель, он начинает уходить в небольшую рыжину на коже, но тогда как CC крем, он остается верен тому оттенку, который мы видим. Давайте наносить на лицо. Можно наносить кончиками пальцев точно на кожу и растушевываем от центра к вискам. Можно наносить с помощью спонжа-блендера, также точечно, и потом мягкими плавными движениями растушевываем. Я буду пользоваться кистью. Беру вот две кисти Giordani. Одна, которая, по-моему, продается еще в каталоге, и новиночка, очень люблю. Это мой самый любимый просто инструмент для нанесения тона. Oriflame предлагает нам нанести на тыльную сторону ладони немного средства. По-моему, я нанесла много. Вот я беру Light и наносим обязательно на очищенное лицо, ну, как и любой тон. И вот я вижу, что это средство для меня все-таки, конечно, светловато, но покрытие просто, вот просто бомба. Мне комфортно. Я люблю жидкие текстуры, я люблю, когда тон проникает во все неровности кожи, заполняет, и из-за этого ложится именно как вторая кожа, и мне очень комфортно. И я чувствую увлажнение. Когда впервые вышла тональная основа Aqua Boost, я была в таком кайфе, потому что это была тональная основа с комплексом увлажняющих веществ. И здесь я вот наношу, и я уже ощущаю вот эту влагу, которая на мою кожу переносится. Такое ощущение, что вот у меня прямо пьет кожа это тональное средство. Вот смотрите, я нанесла тонким слоем, но так как у меня на руке немножечко осталось, и я продолжаю наслаивать, потому что Oriflame говорит, что можно наслаивать. Я вижу сияние, но это не супер блеск, который мы находим в некоторых тональных средствах. Здесь действительно сияние деликатное. И если вы не особо его любите, самый какой-то, не знаю, старый очень лайфхак есть пудра. Вы просто сверху припудриваете, и вот это сияние сквозь пудру дает настолько какой-то свежий макияж, он настолько выглядит прекрасно, что, ну, есть, да, небольшое сияние есть, но оно не жирное, оно именно здоровое. Ну и, конечно же, оттенок светлый. Вот, вы видите, я нанесла сейчас. Вот, смотрите, с одной стороны у меня светлый, никаких полос, никакой неровности, лег тон просто идеально. Единственный есть нюанс, что, конечно же, оттенок мне светловат, поэтому я беру medium, мой любимый естественный тон, и давайте же также на руку вот я нанесу небольшое количество. Очень жидкий CC крем, поэтому вы аккуратненько переливайте, потому что, ну, можно налить много. И
Вот это называется совсем другое дело. Хотя вы можете видеть, что контрастирует немного этот тон с моим лицом, но он быстро адаптируется, хорошо наносится и, самое главное, выполняет свойства CC-крема. О чем я мечтала, от чего я была в восторге, это вот это состояние напитанной, увлажненной и комфортно ощущающей себя кожей, при этом выглядящей здоровой. Это тот самый CC-крем, который я любила, но с более легкой, более невесомой текстурой и с большим ощущением увлажнения. Ну что, смотрите, вот я нанесла медиум. С этой стороны у меня естественный оттенок, с этой стороны у меня light, светлый. Я думаю, что очень хорошо видно, что если вы девушка светлокожая, у вас нет загара, вы белоснежка, вот, пожалуйста, это страна ваша, переходим на светлую сторону. Если вы девушка с более темным оттенком кожи и вы хотите такую естественную коррекцию лица, то тогда переходим на естественную сторону, не называют его темным, но он и не темный по сути. Если, конечно, вы девушка темнокожая, то этот оттенок может быть тоже для вас светловат, но мне кажется, что он адаптируется. Еще это средство не комедогенно и подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Но чувствительная она должна просто здесь кайфовать. У меня сейчас нормальное состояние кожи, но очень долгое время моя кожа была в состоянии чувствительности. И я знаю, что это такое, когда средство комфортное, особенно декоративное средство, когда ты наносишь, и это средство начинает убаюкивать, ублажать твою кожу, и она такая, ну окей, ладно, не буду раздражаться, буду чувствовать себя хорошо. И вот этот CC-крем, он как раз на это способен, я это чувствую прям своей кожей. А еще и учитываем то, что состояние это будет длиться 10 часов, так же как и сияющий финиш, я считаю, что средство удачное. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк, пишите свои впечатления, если вы уже попробовали CC-крем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.